Меня зовут Таня, и сегодня мы консервируем мясо в банках, которые хранятся без холодильника. Я нарежу 1 килограмм свинины по размеру банки. Кусок мяса должен поместиться в банку. Напишите мне в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Приятно знать, что мы смотрим друг друга по всему миру. Вы можете легко положить нарезанное таким образом мясо в банку. Теперь я приготовлю смесь специй. Я добавляю 2 чайные ложки соли. Вы не должны исключать соль. Я добавляю перец по вкусу. Я добавляю 2 чайные ложки молотого сладкого перца. Добавляю 2 чайные ложки сухой смеси специй. Добавляю 1 чайную ложку гранулированного чеснока. Перемешаю. Обваляю каждый кусок мяса в специях. Раскладываю мясо в подготовленные банки объемом 0,7 литра. Если у вас большие куски мяса, используйте банки большего размера. Сейчас я накрою банки чистыми крышками, не буду их запечатывать. Можно добавить специи по вкусу, но соль нужно добавлять по рецепту. Ботулизм не развивается в соленой среде. Я ставлю банки с мясом в кастрюлю. Налью воды до уровня крышки. Я накрою крышкой и поставлю кастрюлю на плиту. Когда вода закипит, уменьшите температуру и готовьте 3 часа. Я растоплю полкило сала. Сало плавится медленно, плавится при более низкой температуре. Мясо готовилось 3 часа, и жир вытопился. Я открою банки. Будьте осторожны, банки горячие. Мясо выпустило сок. Я добавляю топленое сало, чтобы покрыть мясо.
Жир должен покрывать мясо. Я наполню остальные банки таким же образом. В конце я закрою банки крышками. Крепко закрутите крышки, так как после пастеризации в банку не должен попасть воздух. Накрою кастрюлю и буду варить еще 20 минут. Через 20 минут достану банки из воды, чтобы они остыли. Накрою банки, чтобы они полностью остыли. Банка остыла, и посмотрите, как она выглядит. Жир сохранит мясо. Я открою одну банку, чтобы вы могли увидеть, как выглядит мясо. Вы можете нагреть банку в теплой воде, чтобы мясо легче вышло. Вы можете использовать жир для приготовления. Это фантастика! У вас всегда будет готовое к употреблению мясо. Храните банки в темном месте. Можно взять банки с собой в поездку на природу. Если вам понравился рецепт, оставьте мне сердечко в комментарии и поставьте лайк. Спасибо, дорогие друзья!